seems to be difficult for many people. Слово «смерть» многим кажется очень трудным. If we trace it back in the Indo-European language system, Если мы отследим это слово к началу возникновения европейской лингвистической системы, the word originally meant to rise in a mist. Слово первоначально означало подняться в тумане. A rather spiritual concept, clear back in the Indo-European language. Это некий такой духовный концепт, который возник вот в начале возникновения языка, о котором говорили в Европе. I believe transpersonal is incredibly equipped to play a role in our becoming whole by accepting our death. Трансперсональный, как мне кажется, помогает нам воссоединиться с самим собой, когда мы принимаем нашу смерть. Whether we are willing to respond to that position or not remains to be seen. Другое дело, готовы ли мы, так сказать, воспринять то положение, в которое мы переходим, или нет. Это вопрос другой. The issue of religion and spirituality, вопрос религии и духовности, as has been addressed most eloquently by earlier speakers, уже был охвачен достаточно красноречиво предыдущими выступающими. I would offer the definition from Judy Collins, Я предложу вам определение Джуди Коллинз. an American singer, Это американская певица, who said religion was for those who were afraid of hell, она сказала, она поет, религия это для тех, кто боится ада, and spirituality was for those who thought they'd already been there. а духовность, она нужна тем, кто считает, что он там уже побывал. There may be some workability in that, in working with the terminally ill. Ну, может быть, в этом есть какой-то здравый смысл. Let's take a quick run, and I'm very conscious of time. Но я стараюсь контролировать время, поэтому давайте быстро двигаться дальше. With how metaphor and myth has incorporated death and dying. Смерть и умирание, они являются объектом изучения, объектом метафор и объектом всевозможных мифов. For those of you familiar with Tarot, you probably have seen the card up on the board. Tarot. Tarot card. Значит, ну вот карты Торо, вот там есть такое изображение смерти. This is the last card in the deck, Это последняя карта в колоде. and it's death. Это смерть. Notice number 13. 31 номер. Прошу прощения, да. Up by the flower. Над цветочком. And notice death is on a pale horse. Вы видите, что лошадь, белая лошадь, смерть сидит на белой лошади. The pale horse is symbolic, goes back to Revelations in the Christian New Testament. Но эта бледная лошадь, она восходит еще ко временам христианского апокалипсиса. And the association of the pale horse held И есть эта ассоциация с бледной лошадью. until after the bubonic plague of the 1300s. И эта ассоциация существовала еще вплоть до времен бубонной чумы в средние века. The plague is estimated to have killed over 75 million people worldwide. Считается, что эта чума убила 75 миллионов человек. So, how do we deal with death? Итак, что же мы делаем со смертью? May I suggest as an archetype, the fool. Вот вам определение дурака. The fool, or the joker, the jester, Фул или, может быть, дурак или шут, gets to laugh at the king он смеется над королем. and gets to make parody of death. И он издевается над смертью. So, I think the fool works well. Я думаю, что этот дурак хорошо выполняет свою работу. But the human animal has one characteristic above all else, I believe.
Но у людей, как мне кажется, есть одна характеристика, которая их отличает. And that is when faced with a mystery, we make up a story. И эта характеристика заключается в том, что когда перед нами возникает какая-то тайна, мы пытаемся рассказать какую-то историю, что-то придумать. We don't seem to tolerate mysteries. Потому что нам понятие тайны не нравится. We tell ourselves a story, share the story, and convince ourselves it is the truth. Мы изобретаем историю, рассказываем ее и уверяем себя, что это и есть правда. Sam Keen addressed it well in the tendency of humans to make up stories so long as we were born. Ну вот Сэм Кин, вот это его цитата, люди меняют и создают историю. Это происходит столько, сколько родятся дети на земле и сколько люди умирают. И все это время будут сказки, которые будут объяснять, почему грусть омрачает день и почему звезды появляются на небе. Мы изобретаем истории о происхождении, о завершении жизни, потому что мы заложники времени, нас окружает пустота. There are three unfolding mythologies I would like to share quickly in sequence. И вот существует три мифологии, три мифа, имеющие отношение к смерти. The first known mythology written out dealing with death was called the Egyptian Book of the Dead. Первая известная книга на эту тему, на тему смерти, это египетская книга смерти. That name was given to it by Europeans centuries later. Ну так эта книга была названа европейцами, которые перевели эту книгу на европейский язык. The Egyptian Book of the Dead was a scroll that was entombed with the dead person. Но эта книга, она была такой, что ли, таким манускриптом, который был захоронен вместе с умершим. Individually created for that person, not divinely inspired. И вот эта рукопись, или этот манускрипт, каждый раз предназначался для конкретного покойника. It was a navigation system to the hereafter. Obligation. Navigation system. It was to help them find their way to the hereafter. Окей. Имелось в виду, что этот манускрипт это некая навигационная система, которая поможет покойнику в его дальнейшем существовании. They were expensive, and the size and extensiveness of it varied by income, how much you could afford. Это стоило очень дорого, и цена определялась, зависела от размера. The largest one that has been found is 10 meters wide. Ну вот самые большие такие манускрипты, они были 10 метров в ширину. And very elaborate. Here is a page from one or a part of one of them. И они были достаточно такие непростые документы с рисунками, и вот это вы видите одну из страниц такого манускрипта. The initial phase was in the Book of the Dead were psalms and songs to read, to sing to Osiris, to get his attention as you started to cross. Но первоначальная идея заключалась в том, что тексты, которые были на этих страницах, это были тексты песен, которые нужно было петь Богу, который должен был тебя сопровождать во время твоего дальнейшего путешествия. This is one of my favorite parts. It's called the weighing of the heart. Это вот часть, которая мне нравится больше всего, weighing of the heart, взвешивание сердца. The deceased person's heart was put on a scale. То есть сердце умершего как бы взвешивают. And weighed against a feather. И сравнивают, сопоставляют с перышком. And which would be desirable, heavy or light? И, соответственно, вот что, как вы думаете, лучше, тяжелее, чтобы было сердце, чем перо, или наоборот? How many would say it would be better to have a big heart? Кто скажет, что чем больше будет сердце, тем лучше? Кто так считает?
should be lighter. If your heart was lighter than a feather, you were ready to go on. Значит, если твое сердце легче перышка, значит, тебе будет хорошая дальнейшая дорога. The next plane was for the lighthearted. То есть для людей с легким сердцем, вот им легче в дальнейшем существовании. А если сердце тяжелое, значит, соответственно, и дорога будет тяжелая. This was rather typical of the Egyptian Book of the Dead. Ну, вот это был такой типичный пример из египетской книги мертвых или смерти. Go back the other way. Okay. The second great myth was the Tibetan Book of the Dead. Вторая книга мифологическая, такая тибетская книга смерти. Which was also named by Europeans. Назвали ее так тоже европейцы. We do that for marketing purposes, I suspect. Ну, наверное, так сказать, для маркетинговых целей европейцы это придумали. It was compiled in about the 8th century contemporary era, but it had been around for a long time. Но эта книга была составлена в 8 веке, но на самом деле она существовала задолго до этого. The more correct name would be the Bardo Thodo. Вот более правильное название вот Бардо Тодол, видите, там ниже написано. This came to Europe in about the 11th century. Эта книга попала в Европу в районе 11 века. Interestingly enough, as we get into the near-death experience, we find that many of the occurrences. Ну, по мере того, как мы изучаем смерть, мы выясняем, что часто со смертью связаны определенные интересные обстоятельства. Parallel the descriptions in the Tibetan Book of the Dead. Которые, в общем, оказывается, уже были описаны в тибетской книге смерти. Described by people who have never heard of this book. И в наши дни эти события описаны людьми, которые никогда в глаза эту книгу тибетскую не видели. The next great myth was the Ars Moriendi. Следующий миф большой — это Ars Moriendi. 1440 contemporary era. 1440 год. Here we have an interesting intersection of technology and human growth. Там есть раздел, который посвящает технике человеческого роста. The main part of the plague, killing 75 million, had ended around 1360. Примерно в 1360 году закончилась вот эта чума, которая уничтожила 75 миллионов человек. There were outbreaks later, as late as 1771, right here in Moscow, by the way. Но потом, конечно, вспышки чумы были еще, и в частности в 1771 году, и в том числе и в Москве. The plague had killed off a very large number of the clergy within the church. Но в том числе чума убила очень много представителей церкви. Ironically, at the same time, however, the printing press had become available for the distribution of literature. И в то же время, примерно в эти же времена, получил распространение печатный пресс для распространения литературы. And they started to develop the capacity to make etching prints of pictures. И в то же время начали изготовлять прессы, на которых уже можно было делать картинки. So the Ars Moriendi, art of dying, was a do-it-yourself kit. Это искусство смерти. Вот это появилась книга в это время, вот указанную дату. It was put together so families could sit down and attend to the dying and to themselves, largely spiritually, but somewhat physically. Смысл этой книги заключался в том, что если у вас в семье кто-то умирает, чтобы вы могли иметь возможность с этим человеком вот как-то общаться. То есть эта книга искусства смерти, вот она вас этому учила, и осуществлялся определенный духовный контакт, который был полезен не только умирающему, но и вам тоже. The bad part was that only about 1% of the population could read. Но, к сожалению, прочесть эту книгу мог только 1% населения. Это, конечно, плохо. So they included pictures, and I will show, or вообще 1% населения умел читать, поэтому там было много картинок, которые, соответственно, помогали людям понять содержание. This is a typical print from it. Вот это такой оттиск страницы этой книги.
And it's about not despairing, not fornicating, not doing anything bad. Make sure you're okay. Тут речь шла о том, что ничего плохого не происходит, все это хорошо, никакого отчаяния нет. One more. And of course, there was purgatory. Sorry? I missed that. There was purgatory. Ну и, конечно, было чистилище. Now, I think in the last 50 years, I understand only have a couple of minutes left, we're moving to what I would call a secular ars moriendi. Последние 50 лет мы переходим в состояние, которое можно назвать секулярным или светским ars moriendi, то есть искусство смерти. And I think transpersonal interfaces with this wonderfully, if we choose to. И вот трансперсональное для этого очень подходит. It will be integrative, dealing with 4 parts of the person, not just the physical. Тут можно говорить об интеграции, потому что мы можем иметь дело с 4 частями человека, не только с физической его составляющей. Move forward too, please. There. What this will look like, healing into death and appropriate death. Значит, излечение, исцеление в смерть. Это и есть подходящая, соответствующая смерть. Это и есть нужная смерть. Where we pay equal attention to the physical, хотя мы уделяем соответствующее внимание физической смерти, социологической смерти, the psychological, психологической смерти and the spiritual. И духовной смерти. The spiritual, in this case, I would say, we accept and give permission for patients and families to speak of the more. Но под духовным мы понимаем возможность говорить о смерти самому умирающему и членам его семьи. But before anything, we have to deal with pain. Но прежде всего мы должны как-то разрешить вопрос с болью. And that too involves transpersonal. Для этого тоже хороши трансперсональные возможности. The pain cycle is part physical pain, but it's a large part death anxiety. Но что касается боли, она в большой степени, конечно же, физическая, но в большой степени она связана и с опасениями того, что ты умрешь. And this means we have to pay attention to the person's mythology. И это значит, что ты должен уделять внимание персональной мифологии. The mythology that the patient has will influence the amount of pain they feel. И эта мифология, она, в общем-то, влияет на количество боли, которую вы испытываете. It's just as simple as that. We know that. И это именно так. And we can help the patient reconstruct their mythology of death. Мы можем помочь пациенту реконструировать его мифологию смерти. Through neurolinguistic programming, NLP, if you will, and hypnosis, we can absolutely help them reconstruct their imagery of death. Мы можем помочь человеку абсолютно реконструировать его мифологию смерти с помощью нейролингвистических способов. If we interrupt that, then we can go back to the other parts of becoming whole. И если мы справляемся с этой проблемой, то мы можем уже перейти к следующей проблеме, связанной с тем, что ты как бы возвращаешься к себе. And there you can see the other things I would argue are part of the new secular ars moriendi. И здесь мы переходим к тому, что можно назвать тоже новой и секулярной или светской частью ars moriendi. Let me summarize very quickly. There's so much I want to share and I feel frustrated, but the reality is each of these myths has taken us deeper into the totality of the unconscious. Каждый из этих мифов все глубже и глубже проводит нас в состояние подсознательного. So I think each at their time has been probably where humankind needed to be in the journey. Поэтому каждый из этих этапов, он, наверное, нужен человеку в его путешествии.
But now we have the opportunity to move to a new level of wholeness. Но сейчас у нас возникает возможность прийти на новый, выйти на новый уровень целостности или цельности. And this I look forward to. I'm sorry, I'm out of time. И на этом я, собственно, должен закончить, потому что мое время истекло. Thank you. Thank you. Do we have time for questions? We have time for one or two questions? На один или два вопроса у нас есть сейчас время. I can't hear you, I'm sorry. I wanted to ask, what do you think of suicide death? Is it a crime or is it... Suicide the crime? Вопрос о том, как вы относитесь к самоубийству. То ли это преступление, то ли вот что-то еще. Suicide is a choice. Самоубийство – это ваш выбор. And to make generalizations about the criminality or sinfulness of it, I think is a very fundamental approach that doesn't serve us well in working with people. Мне кажется, что если мы говорим вообще о том, что вообще рассматриваем самоубийство в этом контексте, в контексте преступности, то это, наверное, неправильно, и это не идет на пользу людям. It was originally made a crime because people committed suicide so the state wouldn't get their property. Дело в том, что в свое время самоубийство было отнесено в разряд преступлений, потому что люди шли на самоубийство, чтобы как-то сохранить свою собственность. So if you killed yourself, you broke the law, they got your property. Соответственно, ты убивал себя, ты нарушал закон, у тебя в итоге отбирали собственность. It is what I would call a self-licking ice cream cone. Sorry? A self-licking ice cream cone. В общем, это какой-то такой самоуничтожающийся рожок с мороженым получал. Thank you very much. Our next presenter is Newton Kandavetti. Следующий выступающий Ньютон Кандивети. He's a physician from Hyderabad. Он врач из Хайдарабада. Namaste, my dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья. Means greetings. Я вас I bow приветствую. down to the Divine One within you. Я хочу передать вам привет от Божества. One hand, the second hand represents I and you are one. Вот одна рука, другая рука, мы их соединяем, и это означает, что мы с вами соединяемся. I'm very happy to be here in Russia. This is our first visit to Russia. Это мой первый визит в Россию, я этому очень рад. And before we begin, I would like to just make ourselves silent in our mind. Прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы мы на минутку отключили свое сознание. And through the language of the heart and language of the soul, we connect. И соединились друг с другом на языке души и сердца. Just for a moment, just settle down in your heart, stilling the mind. Просто успокойте свое сердце на минутку. Let us Забудьте о разуме. feel the person who is sitting next to you, behind you, front of you, by the side of you. И давайте подумаем о том, что вот человек, который сидит рядом с вами, впереди вас, сзади вас. We allow our eyes to close. Мы с этим человеком близки, мы закрываем глаза. To just inhale and exhale consciously. Вдыхаем осознанно и выдыхаем. And let us feel the heart. И наполняем сердце. Let us feel the people who are around you. И чувствуем, ощущаем людей, которые сидят рядом с нами.
let us totally transform all the stress and tensions into this beautiful relaxation. И вот в это замечательное расслабление преобразуем все наши стрессы и напряжения. Let us completely be open the mind and the heart and the soul. Давайте полностью откроем наше сердце, душу и разум. Okay, my dear friends, slowly you can open your eyes, feeling fresh. Потихонечку можно открыть глаза, спасибо. And today I'm going to speak about past life regression, И сегодня мы будем говорить reincarnation memories, о воспоминаниях о нашей прошлой жизни, реинкарнации and about the law of karma. и о законе кармы. So, I'm going to speak through 5 important concepts. Я буду использовать 5 важных концепций. One is journey of the soul, Первое – это путешествие души. how our soul started going through these journeys, lifetimes after lifetimes. Как наша душа пускается в это путешествие, когда один жизненный цикл сменяет другой. And the second concept is myths and misconceptions about past life memories and karma. Вторая концепция – это неправильные толкования кармы и нашей прошлой жизни. And the third important concept is about the subtle bodies that we all have. Третья концепция – это наши тела, тонкие тела, которые есть у всех нас. How these memories of past lives are stored in these subtle bodies. Как вот в этих телах, сосудах хранится информация о наших прошлых жизнях. And the fourth important concept is why past life regression. Четвертая концепция – почему возвращается эта прошлая жизнь. Why do we dig into the past memories which is gone? Почему, собственно, нас интересует эта прошлая жизнь, какие-то воспоминания из прошлого, которые давно ушли. And finally, the fifth concept is past life regression therapy as transpersonal therapy. И последняя концепция – это вот регрессия в прошлую жизнь, как трансперсональная терапия. So my journey began in 1987 Мое путешествие началось в into 1987 transpersonal году area. в трансперсональную зону. Till then I was very confused soul. До этого моя душа пребывала в смятении. I had many problems, many issues, У меня было много проблем, нерешенных задач. and I lost hope. I became an alcoholic. Alcoholic? Алкоголик. Yes. Вот мне казалось, что в жизни впереди ничего не светит, я пристрастился к At that point спиртному. of time, a book came into my hands. И в этот момент в руки мне попала книга. Jonathan Livingston Seagull, written by Richard Bach. That was the inspiration for me. Книга Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». I want to find the meaning of life. И мне захотелось понять, докопаться до смысла жизни. 5 questions came into my mind. My mind opened. И разум мой открылся. So my quest began. И начался вот мой этот исследовательский труд. The first question was, who am I? Прежде всего, мне нужно было узнать, кто я. And who is this self? Am I the body? Am I these thoughts? Am I the emotions? Who am Что I? именно это я? Я это мое тело, я это мои мысли, я это мои ощущения. And I lived with that question for almost 2 years. И этот вопрос мучил меня почти 2 года. Many layers peeled off during that time. Много-много слоев так наслоилось за это I время. want to find out the real identity. И мне хотелось все-таки понять реально, кто же я. The second question was, what is the purpose of my life? Второй вопрос, в чем цель моей Is life жизни? meaningless or is there any meaning for life? Есть ли в ней какой-то смысл или никакого смысла в ней нет? And the third question was, what happens after death? Третий вопрос, что происходит после смерти? Is there a life after death? Есть ли там какая-то жизнь? Is really soul existing? Consciousness is really there? И существует ли там все-таки душа сама по себе или There сознание cannot само be по себе? two answers. There can be only one truth. На самом деле истина
ведь всего одна. And another question was, have we lived before? Is reincarnation true? И еще один вопрос меня не оставлял. Жили ли мы раньше и существует ли реинкарнация? The fifth question was, what is destiny and what is free will? Do we have a choice? Был вопрос, что есть судьба и что есть свободная воля. Есть ли у нас выбор? Why some of us we feel like human beings who are like victimized? Почему кто-то из нас чувствует, что нашими судьбами кто-то руководит, кто-то на нас воздействует? Like puppets in the hands of fate. И мы чувствуем себя как марионетки в кукольном театре. So these 5 questions actually made me to find the answers. Вот эти 5 вопросов заставили меня найти ответы. I met one guru who taught me meditation. He said, don't try to find answers anywhere outside of you. И вот у меня был один гуру, который учил меня медитации, и он мне сказал, не пытайся искать ответы где-то на стороне, все ответы в тебе самом. Books will not give you answers. Книги тебе не помогут. Gurus will not give you answers. Гуру тебе не дадут Search ответ. within. Ищи в себе. He said, he advised me, close your eyes. Go into inner search. И он мне сказал, чтобы я обернул взгляд вовнутрь, чтобы я искал внутри себя. 89, I have gone through some transformative experiences. И вот в 89 году я прошел через некую трансформацию. So when I investigated into the first question, who am I found the 3 answers. И вот когда я отвечал, пытался ответить на вопрос, кто я, получил 3 ответа. Energy, consciousness and wisdom. Это энергия, сознание и мудрость. We are all made of these 3 units, PSYCHOTHERAPIES units, energy, consciousness, wisdom. Компонентов. Энергия, еще раз, сознание и мудрость. Whether animate, inanimate, living, non-living things also have these ECW units, energy, consciousness, wisdom units. Живые и неживые существа все оснащены вот этими 3 компонентами. So it has very, very deep impact. It has transformed my whole life. И вот это понимание преобразовало всю мою жизнь. Like caterpillar coming out as a beautiful butterfly, Как гусеница превращается в прекрасную бабочку, I felt my whole life completely shifted. я почувствовал, что моя жизнь полностью переменилась. At that point of time, I was a medical student. В то время я учился в медицинском I was trained as a body doctor, я allopathic doctor. Я учился на врача, и у меня были свои ограничения. And after finding these answers, I could not actually continue working as a medical doctor. И вот когда это мне открылось, я не мог больше быть таким врачом в полном смысле этого или в чистом смысле этого слова. Some experiences emerged from my consciousness which are transpersonal. Но возник какой-то опыт, он вырос из моего сознания, это было нечто трансперсональное. Past life experiences like being in Takshashila University, which is very ancient universities. Возникли какие-то воспоминания о моей прошлой жизни. Я учился в очень древнем университете Таншила. In a particular memory of reincarnation, I found myself in a Buddhist robes. И вот когда я думал о моей реинкарнации, я увидел себя в робе буддиста. I was teaching to all the Buddhist monks about law of karma and reincarnation. Я учил буддийских монахов о любви, о карме, реинкарнации. I found myself in South America as a shaman. Я оказался в Южной Америке, я был шаманом. I have lives in Rome and even other parts of Europe. Я жил в Риме, и я жил в других частях Европы. These experiences made me to investigate, research about these reincarnation memories. И, соответственно, вот эти образы, они заставили меня заняться исследованием вопросов реинкарнации и связанных с ней воспоминаний. So I found that it is very scientific. One can also actually replicate these results through a process called past life regression. С одной стороны, тут присутствует наука, потому что эти обнаруженные сведения можно реплицировать через, так сказать, вот регрессию прошлой жизни. So first time I conducted research experiment on my grandmother. Сначала я занялся исследованием, изучением жизни моей бабушки. 1990. Это был 1990. She was regressed successfully into her past life memory. Она вернулась в свои
воспоминания о своей прошлой She told a жизни. story, beautiful story about the past life. И рассказала мне совершенно замечательную историю о своей прошлой жизни. I could not believe it. Я этому не верил. Later on, my second case study was one student Но потом у меня был who следующий knew only Indian languages. объект. Это был мой студент, который говорил только на индийских In the языках. deep trance state, altered state of consciousness. В состоянии глубокого транса. In the past life memory, he found himself as a Russian. Он вот ушел в свое прошлое, в свою прошлую жизнь, и оказалось, что он русский. He was speaking very fluent Russian language. Он говорил достаточно бегло на русском языке. And that made me to think that there is a valid proof to reincarnation. It's called xenoglossia. И, в общем, мне показалось, что это еще одно доказательство существования реинкарнации. Speaking unknown languages which were not learned in this lifetime is enough proof of reincarnation. Ты в состоянии говорить на языке, который ты никогда не знал, не является ли это доказательством существования Many реинкарнации? people were regressed, and I found so many people giving verifiable data which we could validate, verify, cross-check. И я проводил эту работу и встречался с людьми, и люди выдавали мне интереснейшие какие-то сведения о своих прошлых жизнях, все это можно было обобщить. So last 18 years, almost 10,000 to 15,000 cases. И вот за последние Regression studies were 18 conducted. лет 10 или 15 тысяч человек помогли мне провести исследование вот этой регрессии в In the прошлой groups жизни. as well as individuals, Это были и группы, это были и отдельные there is a лица. beautiful multi-dimensional story of I emerged out from all the clients' И вот research получилась studies. история о том, что такое я. Вот видите, она многомерная, потому что разные люди Almost- рассказывали свои истории. It is the similar, it is like can be classified into a beautiful categories. Ну и весь этот рассказ можно разделить на какие-то прекрасные категории. So all of us, all of them who were transported into other lives when they were going through the life between life state, they all reporting this experience of oneness and the source of everything. Ну все эти люди, которые рассказывали о своем опыте такого перемещения в прошлую жизнь, все они говорили о неком ощущении единства. And all of them reported that this soul, this ECW, energy consciousness wisdom, it is actually making choices, these adventures to the earth. И все они говорили о том, что их душа, имея в виду этот треугольник, там, сознание, мудрость, и значит, все это происходило как некое приключение. That means every one of us is coming into this incarnation cycle by our choice. И это значит, что это приключение, собственно, ты его сам выбираешь, это твой выбор, ты выбираешь реинкарнацию. When we go to the first memory, the time when we are part of the source, and when we are looking at this beautiful planet Earth, we were so fascinated with this. И у тебя возникает возможность посмотреть на замечательную планету Земля и получить от того, что ты видишь, колоссальное удовольствие. As these tiny sparks of consciousness which were separated from the source, we entered into these incarnation journeys. Вот какая-то частичка нашего подсознания помогает нам осуществить эту реинкарнацию. We made Earth as our playground and our school. Мы превратили Землю в нашу, так сказать, игровую площадку, в нашу школу. And it's a beautiful game, it's a play, it's a lila. И это прекрасная игра, это место для игры. And this game has got a framework, rules of the game is there. Но существуют, тем не менее, у этой игры определенные правила. So we all agreed upon to the rules of the game on this earth. The first one is called linearity, past, present, future. Мы договорились о том, что вот проживание на Земле существует по определенным правилам, по линейным правилам, а именно прошлое, нынешнее и будущее. At the source level there is no time, but when we have come down to the earth there is time. А время начинается с того момента, когда мы приходим в эту землю. And another rule of the game here we agreed upon is cause and effect, law of karma. И еще мы также договорились об одном правиле. Это правило причинно-следственных связей. Любовь, карма. Karma means you are responsible
for your actions. Карма означает, что ты сам несешь ответственность за свои There is a действия. consequence for every thought, word and deed. Существует ответственность, ты несешь ответственность за все твои слова и за все твои мысли и дела. Whenever there is a violation and it is going to be coming back, it's a karmic force. Когда возникает какое-то нарушение, обязательно возникает обратная связь. Есть некая для этого кармическая And the сила. third rule of the game is called duality and polarity. We agreed upon to this rule of the game. И мы также договорились о том, что есть и третье правило, это двоичность и полярность. We know that there is going to be all duality experiences here, and we have to be either masculine or feminine. And it's going to be a tough time, but we agreed upon to this. Что есть двоичность в этом мире, а именно есть мужское начало, есть женское начало, есть плохое и есть хорошее. Finally, the density, here very dense vibration, and we completely forget about what we already know. И существует также плотность, это вибрации, и существует амнезия, то есть мы забываем то, что, о чем нам было раньше известно. So we know that it is a beautiful adventure, it's a playground, it's a beautiful school. We entered into this relational world. Это прекрасное путешествие, это замечательная игровая площадка, это прекрасное место. In the spirituality, the first law of universe, which is very, very important, is called law of reincarnation. Но первый закон Вселенной – это закон реинкарнации. It is a school. We are passing through several classes. Это школа, и мы проходим в этой школе несколько If классов. we are failing in one class, we are asked to repeat the class again. Если в каком-то классе мы не достигаем нужных результатов, нам приходится этот класс Once we повторить. finish this school, После окончания школы we don't need to join that school as a student, but we can join that school as a teacher. мы в эту школу уже не вернемся как учащиеся, но можем вернуться в нее в качестве учителя. And the second one is called law of karma. И закон кармы. As you sow, so shall you reap. Whatever seeds you are sowing, that going to reap as some fruits. Все то, что ты делаешь, все то, что ты сеешь, это потом принесет какие-то плоды. Bad seeds, bad fruits. Если ты будешь сеять плохо, соответственно, и плоды будут плохие. Если будешь сеять Love begets хорошо, love, hate begets hatred. значит, Hatred begets hatred. и урожай будет хороший. So, this law of karma, understanding of it, liberates us from victim consciousness. Why am I born crippled? Why am I born handicapped? Этот закон кармы освобождает нас от таких вопросов. Почему я рожден неполноценным, почему я рожден калекой? In this life, I am such a good person. I have not harmed anyone. But why all bad things happen to me? Почему же я, никому ничего не сделавший плохого, должен так страдать? So, law of karma makes us understand Закон кармы позволяет the нам other понять, lifetimes, whatever that we have given out, it is coming back. что все хорошее, что было в наших предыдущих жизнях, оно к нам возвращается. So, what goes around comes around. То, что посеяно, то к тебе возвращается. So, karma is a feedback system. It's not punishment system. Карма – это не есть система наказания, это Generally, we система have a обратной. myth, misconception that it's a punishment. И мы неправильно все время думаем о каком-то It's a наказании. model where we are constantly evolving. We correct our errors. We always graduate to the next level of our Существует модель, в evolution. соответствии с которой мы все время развиваемся и все время выходим на новый уровень. One of the wonderful masters from India called Lord Krishna, Лорд Кришна, he gave beautiful formula to neutralize or let go the baggage coming from the past. индийский, он говорил о том, как можно избавиться от прошлого багажа. Nanagnidatta karmanam in Sanskrit, which means burning the karmic seeds with the wisdom of the soul. И вот там сказано, что ты сжигаешь кармические семена мудрости своей души. So karma means lesson to be learned, and when we learn the lesson, we evolve, we progress. Карма позволяет тебе извлечь необходимые уроки, и по извлечению этих уроков мы развиваемся. The last concept I'm going to share, one more minute, 5 minutes, right? So here, we gradually progress from mineral kingdom to plant and animal to human kingdom. И понимаете, вот начиная так сказать, от минерального уровня, дальше идет уровень растений, уровень животных, и дальше идет уровень человека. Jalaluddin Rumi, a Sufi master,
he had the transpersonal experience. Суфийский He said, учитель, у него был трансперсональный опыт. I died as a mineral, I became a plant. I became a plant, I died as a plant, I became an animal. Ну вот он говорил, что я умер как минерал, потом я возродился как растение, умер I как died as an растение, animal, I became a как human. животное, умер как животное, возродился человеком. When should I die? Why should I fear? When was I less by dying? Чего же мне бояться? Почему я должен бояться смерти? It's an experience by many people who had gone through this process of regression work. И это же испытывали многие люди, которые прошли через этот процесс регрессии в обратную прошлую And жизнь. in the human kingdom, man, as a man, we also go through certain evolution. И мы, как люди, проходим тоже через определенные... First time when you are entering into the flesh bodies, you are called infant souls. Сначала мы просто живем в наших телах, Very violent, very aggressive, мы можем чувствовать агрессию totally survival oriented, и думаем только о том, чтобы выжить. and we go on living in a defensive way. И мы живем, как бы все время стараясь от чего-то защититься. It takes many incarnation cycles to become a next level of soul called baby soul. Чтобы выйти на новый уровень души, вот детская душа, baby soul, нужно пройти несколько слоев реинкарнации. Through discipline, we try to conquer survival issues. Через дисциплину мы пытаемся покорить вопросы, связанные с выживанием. But we create structures. We also identify with structures, Но мы like religion. ставим определенные структуры, но к одной из структур можно There will отнести be religious религию. crusades in the name of religion, millions of people killed. Когда миллионы людей во имя религии и каких-то религиозных принципов убивают друг друга. Next soul level is called young soul. Дальше молодая душа, следующий уровень. At this level of evolution, we are completely oriented towards material adventures. Name, fame, success, money. На этом уровне мы уже сориентированы на какие-то материальные ценности. Наше имя, успех, деньги, слава. As mature soul, next level is heart connections, Следующий building уровень relationships. – это зрелая душа, мы освобождаемся. Here the quest to know one's own self begins. И здесь мы познаем себя. This transpersonal conference is definitely conference for more than mature souls. И эта вот трансперсональная конференция, на которой мы с вами присутствуем, она предназначена, Those конечно, who для got зрелых the more holistic душ. vision, more of holism. Вы осуществляете более холистическое The видение. next stage is called old soul stage. И следующая стадия – это old soul, старая душа. You have already incarnated more than 100 to 200 lives. Вы уже осуществили реинкарнацию 100 или 200 раз. So old souls are people who are about to reach to their enlightenment. Это люди, на которых снисходит просветление. They understand about the grander version of reality. Они понимают грандиозность реальности. And then next level is called transcendental soul, called bodhisattva state, where you are now coming back as a teacher of И truths. следующий уровень – это трансцендентальная душа. Ты возвращаешься, но уже в качестве учителя. There's a deep urge to reach out to all people. Хочешь выйти навстречу ко всем людям. And infinite soul is called avatar stage, or where you are doing this helping job in a massive scale, mega scale. Бесконечная душа – это следующий круг. Ты оказываешь помощь всем, кому только можешь, в огромном масштабе. Like Christ, Krishna, Buddha, Mahavir, Так, как это делали all these Иисус thousands Христос, infinite Кришна souls и так далее. walked on this earth. So this is a beautiful map Вот of our reincarnation evolution. замечательная карта инкарнационной We can understand where we are now at the present state Мы можем понять, где мы in this ladder of находимся evolution. сейчас, на этом этапе эволюции. So friends, exploring this unknown territory, Друзья, изучая эту неизведанную территорию, it needs sudden courage. нам нужно мужество, And it is very, very fulfilling, very, very beneficial for our own personal enlightenment. но наши души, наше собственное просвещение от этого только выиграет. And every saint has a past, every sinner has a future. И у каждого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. Sometimes we feel that what if I find myself in the past life as a murderer, a rapist?
Но иногда мы думаем, что, скажем, I'm в going to прошлой feel guilty for it. жизни я был убийцей или насильником, и я должен ощущать чувство вины. But it doesn't matter. It's a past which is over. We can learn from our past. Но это не важно. Прошлое, оно уже прошло. Мы можем учиться на каких-то ошибках, совершенных в прошлом. And Buddha had seen all his past lives in 3 days of meditation. И Будда за 3 дня медитации увидел все свои прошлые жизни. And it is going to be a giant step towards our own personal journey of enlightenment. И это гигантский шаг в наше путешествие в просвещение. And it's very nice speaking to you, all of you, my dear friends. And reincarnation is already cross-checked, verified, documented by medical scientists around the globe. Очень спасибо, что слушали, и хочу сказать в завершение, что реинкарнация – это явление, которое уже задокументировано, и о нем написано труды. And other information you can access through my webpage. И есть информация дополнительная, которую можно найти на моем сайте. Thank you very much, my dear friends. Спасибо, дорогие друзья. Our next speaker is Pierre Luigi Latuada. Пьер Любрич, следующий выступающий. He is a psychiatrist who practices in Milan, Italy, Он психиатр из Милана, это Италия, where he has also there started a transpersonal graduate school for the training of psychotherapists. Graduate school. Он преподает в школе трансперсональной психотерапии. First, I apologize my low-tech English, my basic English. Я хочу, во-первых, извиниться за то, что у меня английский совершенно не продвинутый. It's a challenge for me to speak for 20 minutes. И говорить в течение 20 минут на английском языке для меня это серьезная задача. Second, I have to say that our friends says all he says I could be say. Во-вторых, хочу сказать, что то, что сказали мои коллеги, я сам мог бы все это сказать. I totally agree, and so I go. В том смысле, что я с этим полностью согласен. No, we have an history, an experience similar. У нас есть аналогичный опыт. I am medicine doctor, and in 80s, Я врач, и в 80-е годы, the beginning of 80s, I was a bioenergetics therapist. В начале 80-х годов я занимался биоэнергетической терапией, Body, mind oriented, тело и разум, but there was something missing. но что-то не хватало. I met my ex-wife, a gentle Brazilian girl, Я встретился со своей бывшей женой, это она была из Бразилии, and I was in Brazil. и я тоже жил в Бразилии. In Brazil, I know the Afro-Brazilian tradition, Я знаю, что в Бразилии существует традиция древняя, and changed my mind. и когда я с ней познакомился, с этой традицией, это на меня сильно повлияло. I felt to the mind in the heart. И что-то изменилось в моем разуме и в моем сердце. And beginning to burn the biotrans-energetics. И я начал сжигать биотрансэнергию. This is my way, this is a new transpersonal therapy Это моя трансперсональная терапия. that I teach in my school, Это я преподаю в моей школе. that is full accredited for the Department of University in Italy. Это аккредитованная школа, это департамент в итальянском университете. That is, there is medical doctor and psychologist that became psychotherapists in this way we found it. То есть я стал психотерапевтом, хотя сначала был врачом, а потом был психологом. It's a great honor for us, for me, and a great duty.
Для меня это большая честь, и я считаю, что это и мой долг. But the important, the essential I want to share with you is something laws I learned in my inner experience with the Brazilian shamanism. Я хочу рассказать вам о некотором опыте, который я испытал в процессе общения с бразильскими шаманами. First, the primal tradition, the shamanism, Основная традиция шаманизма is the same in all the world. она одна по всему миру. And there is the same structure is in all other spiritual ways. И во всех случаях она имеет духовное начало. And I will try to, with this symbol, I will try to explain what I want to mean. С помощью этого символа я постараюсь вам объяснить, что я имею в виду. I named this symbol shamanic triad. Это такая вот шаманская триада, так этот символ называется. To represent the process that happen each time you live a transformative inner experience. Этот процесс происходит с тобой всякий раз, когда переживаешь некий такой внутренний опыт. The red arrow is the force. Красная стрелочка – это сила. Represent the force in every way you want to name it. Ну, так сказать, любая сила, какая вам может понадобиться. Maybe God, Может быть, Бог, maybe the self, может быть, это будете вы, maybe the natural forces, может быть, какая-то сила природы, vital force, какая-то or жизненная the сила, matrix, or the transpersonal field. какое-то трансперсональное поле. The black one Черная линия represent the block, the problem. это препятствие или Maybe проблема. the interruption, maybe a conflict, Это maybe какой-то a конфликт, disease, какое-то прерывание, какое-то заболевание. maybe the mind, Может быть, ваш разум, maybe the attachment, может быть, какая-то привязанность, maybe the ego. может быть, это ваше эго. The circle, the blue circle, Голубой круг или синий круг represent the process of disappearing to himself. это процесс ухода в себя. I named it passing to the zero. Я обозначил это как уход в I ноль. don't know if it's English is good passing to the zero, but Не in знаю, Italian хорошо ли passare dallo это, zero is по-английски, но по-итальянски это вполне нормально. maybe there is a better word to pass to the zero. The important is to pass to the zero. Переход в ноль, ну, в общем, вот эту идею надо, по крайней мере, понять. I am sure that all of us, when live some true inner experience, Я уверен, что всякий раз, когда мы испытываем какой-то внутренний опыт, pass to the zero. мы переходим вот в этот And ноль. when we pass to the zero, the block disappears and the force go. И тогда блок исчезает, и сила действует. So this is a synthesis of biotransenergetic. То есть вот это синтез биотрансэнергетики. Biotransenergetic as a theoretical patterns, Это вот некая теоретическая схема, has got keys of awareness, которая дает нам ключ к пониманию себя. has got a corpus of a wide corpus of practice, Здесь широкий практический корпус содержится. but this is the essence. Но суть вкратце вот именно такая. I said in all tradition is the same. I want to mean that these symbols, for example, Я говорил о сходстве традиций. Вот посмотрите на эти символы. says the same, give us the same message, Они посылают нам одно и то же сообщение. to make the two one.
to make the two one. То есть превратиться, объединиться, слиться воедино, перейти в одно. When you make the two one, Когда вы the это делаете, process flow. ваши процессы текут. When you don't do the two one, you are in the conflict. You are in the mind. You are in the personal history. Если вы этого не делаете, если вот два не сливаются в одно, тогда возникает конфликт. И все прочее отрицательное. So to realize the shamanic triad or the transformation process, Чтобы понять шаманскую триаду или процесс трансформации, first try to make the two one. прежде всего постарайтесь вот два превратить в одно. Since all traditions said us, you have many instruments to do that. Для этого, в соответствии с тем, что нам говорят старые традиции, есть много способов. Of course, not just the biotransenergy. Но они не имеют отношения к биотрансэнергетике. But this is one of the other model of biotransenergy. А вот одна из моделей биотрансэнергетики. We name it the further mode. Мы называем ее дальнейшая модель. In Italian, modo ulteriore is MU, mu, По-итальянски это будет МУ. Му. like no in Japanese, not in Japanese, Так же, как нет по-японски, or like the lost continent, mu. или как потерянный континент. Му. That is the forgotten side. Это забытая часть. I want to mean that in all our experience, Хочу сказать, что весь наш опыт if you don't do something, говорит о том, что если ты you чего-то не just делаешь, live or perceive one of two aspects of the experience. ты тогда воспринимаешь только часть, только одну часть Now, опыта. in our experience, if you stay in the first attention, we just saw what is not the essential. А если ты вот как бы остаешься только на одном этапе, ты не доходишь до сути. To make the two one Чтобы два превратились в одно, and to saw all the process, see all the process, и чтобы ты мог увидеть весь процесс, we have to do something. необходимо что-то сделать. Like Castaneda, for example, says, the second attention, to enter in the second attention. Кастанеда говорит о том, что ты должен выйти на уровень второго внимания. This is similar to the Tao, no? И здесь то же самое. The black and the white. Черное, белое. And clear, the symbol talk, we have to understand. Символы говорят, надо только их понимать. What is the black and what is the white? Что такое черное, что такое белое? All dualism we are facing. Это тот дуализм, с которым мы постоянно сталкиваемся. For example, I am speaking, I am doing theory. Ну, вот я сейчас, например, говорю, теоретизирую. No, this is theory and practice. Но речь идет и о теории, и о практике. To catch all the process, you have to understand that this is theory and practice. А чтобы понять все процессы, нужно осознать, что речь идет тут и о теории, и о практике. Or that I am I, you are you, but I am you and you are me. И вот я – это я, а вы – это вы, а нужно сделать так, чтобы мы с вами слились в одно целое, чтобы я был вы, а вы были я. If I ask to you, what are we seeing? Если я вас спрашиваю, что мы здесь видим? Normally, when I ask, what are you seeing? The people says a point. Ну, обычно вы ответите, вот точку мы видим.
the smarter say, I see the point and the screen. Но тот, кто поумнее, тот скажет, я вижу точку и экран. And ask that they have a holistic experience, holistic vision, saying, I saw the point, the screen. Ну да, если у вас холистическое видение, значит вы уже представите какую-то более подробную картину, то будет и точка, и экран. But this is just an half of experience, a half part of experience. Но это всего лишь половина опыта. Where is your attention when you are watching this? Где ваше внимание? Clear is there, but to be an integral experience, Но чтобы ваш опыт был интегральным и холистическим, our attention have to be here. наше внимание должно быть здесь. All the process is from you, there and there, to you. Все процессы идут от вас туда, а потом оттуда идут к вам обратно. This is the further mode. Это и есть вот этот, When I эта модель watch- дальнейшего. When I watch outside, Я смотрю to pay attention inside. наружу с тем, чтобы быть внимательным внутри. When there is noises, pay attention to the silence. Когда есть какие-то шумы, нужно обратить внимание на тишину. In the silence there is the noise, in the noise there is the silence. Потому что в тишине есть шум, а в шуме есть тишина. In the wide there is the empty, В широком и объемном есть empty is the пустое, wide. и наоборот. And so we have to pay attention to the other side to have an experience, a total experience. Мы должны обратить внимание на другую сторону, чтобы получить впечатление цельности. I would like to do a little experience with you about this. Сейчас мы с вами произведем вместе маленький эксперимент. Close your eyes Закройте глаза and stay. Just stay. и оставайтесь в этом состоянии. You are not doing a practice. Это не упражнение. You are not a goal, not strategy. Тут нет никакой стратегической задачи. Not not stay in contact with the breathing, not fight with our thinking, Вы не должны ни с чем сражаться, вам не нужны сейчас никакие мысли, not try to relax, не нужно пытаться расслабиться, nothing, ничего не just надо. staying. Просто вот оставайтесь в этом состоянии. And staying, we can begin to perceive И в этом состоянии мы начинаем ощущать, that we are at the source, что мы находимся у источника, that always we are at the source, что мы всегда находимся у источника, that we was at the source, что мы сами этот источник, that we will be in the source, что мы будем у этого источника, but we have something to do, но мы должны что-то сделать, to stay and choose. мы должны что-то выбрать. If you choose the mind, Если вы выбираете разум, be aware of it. вы должны это понимать. You can choose the force, Вы можете выбрать силу, you can choose the self, вы можете выбрать себя, you can choose the divine, вы можете выбрать божественное, you can choose the source. можете выбрать душу, Stay. но оставайтесь. And staying, you met boundaries, И в этом состоянии вы you встретитесь met с границами, doors. встретитесь с дверьми. If you stay, you can open the door. И в этом состоянии вы можете эти двери открыть. Maybe this door is a feeling Может быть, эта дверь – это ваше or ощущение, an или ваше воображение, or an emotion ваши чувства, or a judgment.
ваше суждение. Stay. Оставайтесь в этом состоянии. Stay. Оставайтесь. The force are knocking at your. Сила стучится I have Ваши. an ally to do this process. в дверь. The force is knocking at your door. Сила стучится в вашу дверь. Open the door Открываете дверь. and flow. И Stay and flow. вы должны вытечь. Оставайтесь и вытекайте. Choose. Выбирайте. You are your power in your hand. Ваша сила в ваших руках. You are at the source Вы of в the источнике force. силы. This is not suggestion. This is not a practice. Это не упражнение. It's just to perceive the things that they are. Вы должны воспринять вещи таковыми, какие они есть. And when you open the eyes, И когда вы открываете nothing глаза, changed. ничего не меняется. Since you don't did a practice, but just a awareness, just a presence, Мы находимся в настоящем моменте. we can open the eyes and stay in the same place, Мы можем открыть глаза и обнаружить себя в том же месте, in the same state of consciousness в том же состоянии сознания. that we in biotrans-energetics name trance. В биоэнергетическом, в биоэнергетике это называется транс. All the universe is in trance. Вся Вселенная находится в трансе. We are in trance, Мы находимся в трансе. always. Всегда. We can to be in a blocked trance, in a chronic trance, Мы можем находиться в состоянии хронического транса or in well-balanced trance. или хорошо сбалансированного транса. When we are in a well-balanced trance, В we are состоянии in contact with the forces. сбалансированного транса мы приходим в контакт с силой. Just to share with you this. When we are in the state, when we are in contact, we perceive the forces, Когда мы находимся в контакте, мы воспринимаем силы, different vibration of the forces, разные их вибрации. that is different qualities. Это означает разные качества. For example, different qualities of the different chakras, Например, разные качества разных чакр. or different qualities of Christianity or others Разные religions, формы христианства или, может быть, других религий. or for the shamanic tradition, Afro-Brazilian tradition, Или в соответствии с шаманскими бразильскими традициями. the orishas, the forces of the nature, Это может быть ариша, то есть силы природы. the red force, the blue force, and so on. Красные силы, синие силы и так далее. Red force is the warrior, Красные силы могут означать воина and the qualities of determination, willing, power, и силу, волю. and so on. The blue force is the sea water, Синие круги, that is sensibility, fluidity, вода, то есть текучесть, acceptance, чувство, generation. приятие, And the генерирование. yellow one is the air, that is the freedom, the lightness, Желтый цвет означает свободу, and so on. легкость. Each force bring into our self, То есть organism каждая сила self, дает нам forces and qualities. свои какие-то качества. Staying, you can recognize. И вы можете эти качества опознать. Thank you. Спасибо.
thank you. We are out of time, and this is concluded. People took their time to go a little extra in order to... Ну, мы заканчиваем сессию. Вопросов не будет, мы уже вышли за пределы отведенного времени. Спасибо.